Ахой, комрады, с вами Муромец, и сейчас мы поговорим о четвертой матрице. Эх, было время, когда билеты в кино было не купить на премьеру этого фильма. Все вокруг обсуждали это кино, и для своего времени оно было прорывным. В нем использовались новые технологии, спецэффекты поражали, да и сюжет был нетривиальным и с двойным дном. Или так хотелось думать. К сожалению, это время прошло. Новый фильм хоронит старый, при этом в самом начале авторы в стебной форме оправдываются перед зрителем и прямо говорят, что Warner Bros. Сняли бы фильм с ними или без них, и возражения даже не рассматривали. Вообще, в ходе просмотра у меня сложилось впечатление, что была методичка, в которой были требования к фильму, так сказать, ТЗ, и автор должен был сочинять с ее учетом. Ну, типа, надо вернуть главных героев, и пофиг, что они мертвы. Еще надо добавить орду зомби, это модно и популярно сейчас. Да, и надо сделать все в рамках современной повестки, так как притесняют женщин и небинарных личностей, что максимально иронично, учитывая эксперименты с собственным гендером автора. Сейчас его или ее зовут Лана Вачовски, а когда-то это был Ларри. Надо сказать, что весь фильм это стёб. Автор не остался в долгу и сделал фарс из того, что подразумевалось быть серьезным. Вот я в картине прямо между строк читаю протест, который вылился в сарказм. Я бы не стал этот фильм считать продолжением, и по моим ощущениям Вачовски тоже не считает его таковым. Вы можете со мной не согласиться в комментариях, интересно ваше мнение на этот счет, но я все там происходящее увидел под этим углом. И вы знаете, меня это позабавило. Хороший такой кринжовый трешачок на тему «Не виноваты мы, нас заставили». Кстати, не забудьте подписаться еще, кнопочки понажимать. Из того, что понравилось. Прикольная девушка с голубыми волосами, образ ей неплохо подобрали. На этом все. В голову больше ничего не приходит. Все остальное очень посредственное. Давайте теперь по порядку. Ща будет много спойлеров, имейте в виду. Ну, я хз, как об этом фильме еще разговаривать. Из картины мы узнаем, что престарелые Нео и Тринити живы. Причем Нео проектирует матрицу, в которой сам и находится, под видом видеоигры. А его начальник — это агент Смит. Если пропустить начальную сцену, где синеволосый находит Морфеуса в модальности, созданной Нео, Морфеус теперь, кстати, открыто является программой, без подтекста и двусмысленности, то фильм в целом начинается с момента разговора агента Смита со своим подчиненным, где тот доходчиво объясняет, что Матрицу 4 надо делать, выхода нет. Потом Нео говорит Тринити, что персонаж игры, которую он создал, во многом его отражение. Я тут вижу намек, что реальный автор тоже вложил себя в главного героя, и теперь ему обидно за происходящее. Показываются муки, в которых рождается сюжет четвертой части, и что за автором следят кураторы, которые дают ценные советы и не дают выходить за рамки ТЗ. Попутно весь фильм идут разговоры о бинарности, автор над этим тоже иронизировал, что вдвойне иронично с его стороны, но мне это было совсем неинтересно, поэтому вообще не обращал внимания. Далее Нео вынимают из матрицы. Интересно то, что не с первого раза. Первые попытки оказались провальными, так как ему не давали выбор. Чисто «на вот тебе красную таблетку, бери», я сказал. Вынули только после того, как предоставили выбор. И то же самое с Тринити в итоге. На воле ему объясняют, что тепло их любви отапливало печку всех роботов в округе, что аж другие батарейки не особо были нужны. Причем объясняет новый тюремный директор по прозвищу Аналитик. Он рекомендует Нео вернуться в камеру, шантажируя заложницей Тринити. Тот, понятное дело, артачится. В общем, часть мятежных роботов подготавливает план спасения и вытаскивает невесту, которая вдруг становится сильнее Нео и их по ходу дела спасает в предельно нелепой и кринжовой сцене. После спасения веселая парочка Твикс возвращается в Матрицу и издевается над тюремщиком. А потом говорят, что Матрица теперь их, и они будут там менять мир, как им вздумается. Честно говоря, кринж еще тот. Это все равно, что сомалийские пираты зайдут в интернет, хакнут сервера Amazon и скажут Безосу, что теперь Amazon их в предельно глумливой форме, а он такой: ну ладно».
Типа он резеты форматирования не может сделать на железках, которые у него под боком, а не в Африке. Добавление агента Смита, похоже, было в техническом задании к сценарию, так как если его вырезать, то ничего не изменится. Он там нужен для бессмысленной и типа зрелищной драки. Вот только в 21 году она уже ни разу зрелищной не выглядит. Им бы фильм «Рейд» посмотреть, вот там мордобой отменный. Орда зомби в стиле Days Gone тоже, похоже, было частью ТЗ, так как выглядело это нелепо и нелепо закончилось. Персонажи фильма их называют армией ботов. Типа у людей врубается под программу, и они бегут в суицидальную атаку, куда укажут. Там в одном кадре толпа зомби, в другом уже ее почти нет. Просто на отвали подход был. В целом, если фильм рассматривать как фарс, то можно даже посмотреть. Лично у меня возник образ сценариста, прикованного к батарее и вынужденного писать за еду. Он молит о помощи. Спасите его! Ну а на этом все. Не забывайте про кнопки под видео и комменты. Мне интересно, что другие увидели в этом фильме. Всем добра, всем пока. Увидимся на полях сражений.